Итак, всех приветствую на канале Твой Конфиг, меня зовут Евгений. По независимым от нас причинам YouTube, вероятнее всего, со дня на день, или возможно, когда вы смотрите это видео, уже заблокирован на территории нашей страны. Поэтому хочу попросить вас подписаться на мой канал на Яндекс.Зен, а также телеграм-канал, ссылочки будут в описании. Ну а теперь приступим к обзору антикризисного набора для различного рода игрушек. Не только я, но и многие из вас любят поиграть. Чтобы поиграть с комфортом, нам всегда нужна клавиатура, мышка, коврик и наушники. Это все приходится каждый раз покупать по отдельным частям, где-то что-то дешевле, где-то что-то дороже и прочее. Компания Defender выпустила вот такой игровой набор. Называется он Defender Singularity MKP-118. В нем включены мышка, клавиатура, игровой коврик, наушники. Что же они из себя представляют, мы узнаем в этом распаковочке и обзоре. Погнали смотреть. Итак, достаточно большая коробка. Кстати, предоставил этот набор компьютерный магазин. Ссылочка будет в описании. Что же мы видим? Короче, клавиатура. Сейчас мы все вытащим и по очереди пройдемся. Вот такой коврик с черепом. Мышка. Внешне очень даже симпатичная, с черепком. Такая прям, я думаю, что софт-тач пластик и синий провод, причем с фильтром. Вот такие наушники. Выглядят они не очень, но надеюсь, что звучат они явно поинтереснее. Давайте пойдем по порядку и начнем с наушников. Но первое впечатление, выглядят они дешево. Пластик такой прям дешманский, но и цена соответствующая. Этот набор можно купить от 2 до 3 тысяч рублей. Что я вижу? Провод глянцевый, не в тканевой оплетке. Амбушюры явно не кожзаменитель какой-то. Есть, я так понимаю, регулировка громкости. Очень примитивная регулировка пластиковая с ней. Я думаю, что надо быть поосторожней. Ну и микрофон, который, кстати, фиксируется в разных частях. Сейчас я подключу их и включим что-нибудь на Яндекс.Музыке, чтобы понять, как это вообще работает. Смотрите, он разными цветами светит. Провод выходит не с правой стороны, а с левой. Итак, сейчас мы включим какую-нибудь музычку. Такого не вылазят, нам говорили. Для таких, как хочу сказать, что даже низкие частоты есть. На уши они не давят. Сидят очень приятненько, кстати. Очень они легкие. Ребят, Короче, что я могу сказать? В принципе, музыку в них слушать можно, но они явно под музыку не заточены. И все зависит от того, что вы слушаете и прочее. Вот сейчас была скрипка там с чем-то, но это отвратительно. Я выключил, дальше слушать такое даже не хочется абсолютно. А вот первый трек был очень даже ничего звучал. Не знаю, это, наверное, все-таки заточка под игры, хотя опять же средних частот крайне мало, как это можно. Ладно, наушники мы понимаем прекрасно, что в таком наборе каких-то там потрясающих наушников быть просто не может, они есть в комплекте уже хорошо. Микрофон я тестировать не буду, если честно, такого желания у меня нет, потому что я больше чем уверен, что он говно. Что же я могу сказать по поводу этой мышки? Ну, как вы видите, подсветка у нее есть, разными цветами, переливается. Колесико достаточно мягкое, кстати, приятно крутится. Причем есть четкое деление на на щелчки такие, то есть очень даже неплохо. Дополнительные есть кнопки, которые вы можете поменять управление. С этой стороны прорезиненной основы нет. Слайдеры есть, они не алюминиевые, это какие-то пластиковые накладки вообще наклеены. Она у нас оптическая. По форме она достаточно удобная. На вот эту среднюю кнопку у нас происходит переключение
разрешение мышки, оно может быть как 800, 1800, 2400 и 3200. Прорезиненное покрытие, она достаточно приятная на ощупь. Форма мышки в принципе тоже удобна, но вот не хватает вот в этой части такой вот выемки, как раз чтобы вот эти два пальца туда ложились. Возможно, это особенности моей руки. Это все, конечно, можно привыкнуть, но не хватает поддержки. То есть, если рука у вас чуть меньше, чем моя, то я думаю, что будет удобно. Хорошо, что здесь провод тканевой оплетки, что долго скажется на его работоспособности. В принципе, ну, мышка приятное ощущение. Конечно, не топ-топыч, и видно, что она сделана с недорогих материалов. Но в целом она легкая, ей пользоваться, рука ложится сразу туда, куда надо, и сразу все достаточно удобно. У коврика задняя часть прорезиненная, должна быть не скользкая, здесь у нас тканевая основа. Вот так вот. Но это он у меня сейчас просто из упаковки. Коврику надо какое-то время полежать, и он распрямится. Здесь череп достаточно яркий. И как бы... Нет, вы знаете, хорошо на коврике скользит тоже. Но то, что у него не прошитой кромки, это есть плохо. Потому что со временем, особенно здесь, вы будете рукой дергать, и постепенно он начнет заворачивать. То, что он есть в комплекте, это уже неплохо. Конечно, по размерам он маловат. Был бы вот примерно такой и побольше габаритами, было бы, конечно, уже на порядок лучше. Что же у нас с клавиатурой? Вот если на кручение крутится, достаточно мягкая, ну, выполнена из дешевого пластика, видны прям вот стыки. По столу ездит, видите, смотрите, скользит. Есть штуки, но они не прорезиненные. Есть подъем, не отломалось, уже хорошо. Не знаю, слышно вам или нет, достаточно шумная будет клавиатура. Сейчас я ее клавиатуру подключил, определяется как новое устройство, у нее есть подсветка клавиш. Правда, горит она вот снизу, и здесь освещаются достаточно не все буквы. Нет, буквы фактически не освещаются. То есть вот вроде как подсветка есть, а она не выражена. Возможно, клавиши Function можно... Не, регулировок подсветки я не наблюдаю. Обычно через Function это все сделано. Может быть, через Shift вверх или там... Ничего такого. Что я могу сказать? Достаточно большой ход клавиш. Кнопочки все ползают. Вот у меня есть другая клавиатура, вот такая. Это дешманская клавиатура тоже, ребят. Но здесь кнопки, чувствуете разницу? Вот здесь получается, если там дешманская, то здесь еще дешевле. В принципе, на первое время, или если вы кому-то там хотите в подарок такой набор, то в принципе взять можно. Ну и я думаю, что есть смысл подвести итоги по этому набору, так что давайте перейдем к итогам. Итак, друзья, подведя итог по этому набору, что я могу сказать? Наушники, если вот их реально оценивать по пятибалльной шкале, я не имею в виду из пластика, как они сделаны, а вот именно звук я оцениваю приблизительно на 2 с плюсом 3. В принципе, ими пользоваться можно, но без фанатизма, и не ожидайте, что вы от них получите там чего-то такого, там, что вам очень сильно понравится. Нет, для игрушек вполне достаточно, можно поиграть. По мышке. Мышка оказалась очень удобная, достаточно легкая, с текстильной оплеткой кабеля, сканирующей способность 3200. В принципе, очень даже и ничего. Сколько она, конечно, прослужит, это уже вопрос совершенно другой. По клавиатуре. Я не люблю клавиатуры с большим ходом клавиш, не люблю механические клавиатуры из-за их лязга. Я люблю, чтобы клавиатура работала мягко и тихо. Эта клавиатура не может этим похвастать, плюс она скользит туда-сюда по столу, то есть надо какие-то резиновые подушечки к ней приклеивать, чтобы она так не гоняла. В общем, клавиатура, на мой взгляд, на 2. Коврик, в принципе, неплохой, он не скользкий, на нем нормально двигается мышка,
вот коврику можно поставить 5. Кстати, по поводу мышки я забыл тоже ее оценить, но я ее оцениваю 3,5-4, ближе к 4. Вот. Но она не дотягивает, потому что нет алюминиевых слайдеров, так как используются кнопочки из такого дешевого пластика китайского. Так, вроде она работает неплохая, удобная и выглядит нормально, и подсветка есть. В общем, если в целом оценить этот набор при его стоимости от 2 до 3 тысяч рублей, и вам кому-то хочется сделать подарок, либо у вас минимум денег, но вы хотите получить все сразу, чтобы не гоняя по разным магазинам и не ища там по отдельности все это дело, да, его можно смело брать. Его можно купить в компьютерном магазине Клик, ссылочка будет в описании, здесь где-то вот их будет логотип, это все в городе Воронеже. Также, я думаю, ребята вам еще и скидку на этот набор сделают, так что приходите к ним. В общем, всем, кто досмотрел до конца, респект и уважуха. Не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен, ссылка также будет в описании, на телеграм-канал. Ну, и если вы собираетесь продолжить смотреть на ютубе, то вам, скорее всего, придется ставить VPN. Пока возможность будет, я буду, конечно же, выкладывать на ютубе. Ну и на Дзене. В общем, всем спасибо, с вами был канал Твой Конфиг, меня зовут Евгений, всем пока.